Добрый день, мои друзья! Помните знаменитую заставку Windows 7 «Луч света, пробивающийся между скал»? Так вот, эта заставка сделана в знаменитом каньоне Антилопы. И сегодня я хочу вам рассказать немного о посещении этого места и о скрытых подводных камнях, о которых, к сожалению, не пишут другие блогеры. Может быть, это связано с тем, что правила посещения каждый раз меняются. Еще готовясь к поездке в Америку, жена спросила меня, хочу ли я посетить это знаменитое место, где сделана эта фотография. Я сказал, что с удовольствием это сделаю. Поскольку на канале есть много женщин, начну с прелюдии. Каньон находится во владении индейцев племени Навахо, и они диктуют тебе условия посещения этого каньона. Про цену я вообще не говорю, она может изменяться, и лучше узнать об этом и заказывать билеты заранее. Посещение каньона возможно только в составе организованных групп в сопровождении представителей индейцев Навахо. Так что даже имея машину и зная дорогу, вы не можете туда подъехать и пешком подойти. Это я для самых умных сообщаю. Купили, значит, мы билеты заранее, причем один из блогеров объяснил, что дорога очень пыльная и туристов везут в открытых грузовых машинах. И по приезду вся твоя аппаратура для съемки покрыта тонким слоем пыли. Но можно доплатить и взять билет на комфортабельный автобус с кондиционером. Поскольку я собирался фотографировать и брал с собой часть аппаратуры, то мы докупили эту опцию. По приезде на место сбора мы показали распечатки купленных билетов и нам каждому дали по номеру. Потом, в зависимости от этих номеров, управляющая посадкой рассаживает людей по машинам и автобусам. Но никакой связи с видом машины вообще не было. Хотя попасть в комфортабельный автобус нам и не удалось, но хорошо хоть не попали в открытый кузов обычного джипа, а попали в 7-местный огромный джип, у которого, правда, не работал кондиционер, и мы ехали с открытыми окнами, но хоть и на этом спасибо. Разговаривать не с кем, представители народа Навахо не церемонятся, просто раздавая команды, и ничего толком не объясняют. Не нравится, можешь сдать билет и уехать. Но основное разочарование у меня было после того, как мы обменяли наши билеты на номера для посадки машины, и нам было объяснено, что никаких сумок, кейсов, кошельков и так далее с собой брать нельзя. Я был очень удивлен. Я пытался что-то объяснить ей, как же я это все возьму. У меня только 2 руки. Я не могу держать и фотографировать одновременно. То есть повесить на ремешке через плечо возможности уже нет. Но ее это не волновало. Это закон. Почему и как, никто не пускался до объяснения нам. Потом уже после поездки на одном из сайтов я обнаружил такое объяснение, что были случаи, когда люди привозили прах своих усопших и развеивали его над каньоном. А по меркам индейцев это осквернение святого места и вообще кринж и зашквар. После таких эксцессов приходилось закрывать каньон на неделю и вычищать его. А неделя простоя – это недополученная прибыль. Вот такую байку я вычитал в интернете. Место красиво, при этом невероятно. Причудливая форма скал объясняется мягкой породой песчаника, вымываемой наводнениями и ветром на протяжении многих тысячелетий. И сейчас, в раз в несколько лет, каньон заполняется дождевой водой, потоки которой вымывают песчинки. Свое название каньон получил в честь рыже-красных стен, напоминающих шкуру антилопы. Самое дорогое время для посещения – это группа на 12 дня. Продленка. Когда виден этот знаменитый луч света, пробивающийся сквозь скалы, с танцующими внутри пылинками. Но, как оказалось, как только мы туда прибыли, что фотографировать, используя вспышку, нельзя. То есть тысячелетиями эти скалы стоят, но именно вспышки твоего фотоаппарата что-то могут испортить. Так было объяснено мне нашим гидом. На вопрос, как же я буду в сумерках фотографировать без вспышки, а это уже твои проблемы. Поэтому даже достаточно продвинутым фотоаппаратом получить сочные, сфокусированные кадры было очень проблематично. А задерживаться на одном месте он также не давал. Так что времени на настройку фотоаппарата, сделать несколько попыток с разными ракурсами тоже не было возможности. Гид все время нас подгонял. Им уже нужно сделать план минимум 5 групп за день.
Это тоже очень не понравилось мне. За те деньги, что мы платим, я думаю, что нам полагается немножко уважения. Так что делюсь с вами фотографиями, которые каким-то образом еще получились. Yeah, stay with me. Photograph. If you want to do it on your own, okay, do it on your own. У каждого места в скалах есть свое название. Это называется пламя. Благодарю за внимание.